Всем привет, дорогие друзья! Сегодня готовлю мой фирменный старинный праздничный рецепт, проверенный временем. Нежные мясные пальчики или вертуны, так называют их в моей семье. Нафаршированные ароматной начинкой из обжаренных грибов, лука и чернослива. Мясо получается мягким, сочным и очень праздничным. Готовятся они в нежном сливочно-пряном соусе, который делает блюдо особенно вкусным. Это отличный вариант для праздничного стола, эффектно, ароматно и сытно, и можно приготовить заранее. Для рецепта я буду использовать говяжью вырезку. Конечно, я ее уже зачистила от пленок. Сейчас режу ее на кусочки. Я режу кусочки толщиной примерно 1 см, так как я их буду отбивать. Беру кусочек мяса, накрываю пакетом и хорошенечко отбиваю. Мясо отбиваем достаточно тонко. Перекладываю пока на тарелку и отбиваю все кусочки. Кусочки мяса солю и перчу с двух сторон. Мне удобнее это делать на доске. Вот так разложить мясо и солить его и перчить. И теперь следующую партию. Для рецепта мне понадобится небольшими кубиками режу лук. Также средними кусочками режу грибы. Я для рецепта использую коричневые шампиньоны. Они очень ароматные. Включаю разогреваться сковородку. Наливаю растительное масло. Я использую оливковое. Отправляю обжариваться сначала лук до легкого золотистого цвета. Добавляю в сковородку грибы и также их обжариваю до легкого золотистого цвета, и чтобы выпарилась лишняя влага. Только когда грибы обжарились, добавляю соль, черный перец, смесь итальянских трав с красным перцем. Также я добавляю пол чайной ложки сушеного чеснока. Конечно, все специи добавляйте по своему вкусу. Что вам больше нравится? Перекладываю грибы с луком в тарелку, так они быстрее остынут. Средними кусочками порежу чернослив. У меня чернослив мягкий и с чуть копченым вкусом. Если у вас чернослив сухой, можно его предварительно замочить. Добавляю чернослив к грибам и перемешиваю. И у меня готова уже шикарная начинка. Формирую вертуны. Беру кусочек мяса, выкладываю начинку. Выкладываю на ту сторону, которая чуть поуже. И сворачиваю вот такой плотный вертун. Или мясной пальчик. Называйте, в принципе, как хотите. Начинки беру побольше, чтобы пальчики получились такими толстенькими, сытненькими. Я лично просто обожаю вертуны. Я так любила, когда их готовила мама. Это очень вкусно. Вертуны можно делать и чуть побольше, и чуть поменьше. Если вы не хотите делать вот такие достаточно крупные вертуны, можно мясо еще разрезать. Но учитывайте то, что говядина еще довольно сильно сжимается. Поэтому, в принципе, сильно большими вертуны не получится. И, друзья, как видите, вертуны я не закалываю шпажкой, не обвязываю ниткой. Я вам расскажу свой секрет, и вертуны у вас никогда не раскроются. Не надо ничего завязывать, закалывать. Все очень просто. Готовить вертуны я буду вот в такой керамической форме 30 на 20 сантиметров. И вот в чем главный секрет, что у меня вертуны не разворачиваются. Я их выкладываю плотненько в форму и отправляю запекаться примерно на 10-15 минут в разогретую до 200 градусов духовку. Мясо сожмется и вертуны не раскроются. Кстати, это блюдо называют по-разному. Кто-то называет мясные пальчики, кто-то вертуны. Как называется это блюдо у вас? Вот из этого количества ингредиентов у меня ушло все мясо и вся начинка. Получилось 16 вертунов. Отправляю вертуны в духовку и готовлю соус. Для приготовления соуса мне понадобится разогреваю сковородку, добавляю кусочек сливочного масла и на сливочном масле буду обжаривать муку до такого легкого светло-коричневого цвета. Мука тогда приобретает такой ореховый вкус. Всыпаю муку.
Мука стала такого легкого золотистого цвета. И я добавляю куриный бульон. Огонь сделайте тише. Бульон добавляем постепенно и перемешиваем, чтобы не было комочков. Вливаю весь бульон. Вместо бульона, конечно, вы можете использовать обычную воду. Огонь делаю тише. Сейчас я добавляю 2 чайные ложки горчицы. Я использую дижонскую горчицу, не острую. Если хотите скорректировать густоту соуса, можно добавить немного воды. Вливаю соевый соус. Хорошо перемешиваю. Добавляю немного воды. По вкусу соль. Немного итальянских трав с перцем. Добавляю щепотку мускатного ореха, немного черного перца, пол чайной ложки сахара, пол чайной ложки сушеного чеснока и добавляю 2 лавровых листика. Обязательно соус попробуйте на вкус. Это что-то потрясающее. Мой соус готов. Вертуны я достала из духовки. Посмотрите, они сверху даже немного подрумянились. Они хорошо держат форму. И здесь образовалось много сока. Заливаю вертуны соусом. Этот соус смешается с мясным соком и будет просто невероятно вкусно. И сейчас я все отправляю обратно в духовку, разогретую до 180 градусов, примерно на 20-25 минут, чтобы мясо хорошо протушилось. Вертуны я достала из духовки. Вы только посмотрите, какие они красавцы получились. Все прекрасно держат форму. Аромат стоит просто потрясающий. Пару раз вертуны я сверху поливала соусом. И, конечно, горячие подаем к столу. Обязательно сверху поливаем соусом. Он такой вкусный. И сверху присыпаю зеленью. Нежная говядина и очень вкусная начинка с грибами и черносливом. Обязательно приготовьте такие вертуны. Я уверена, они всем понравятся. А я желаю вам приятного просмотра и приятного аппетита. Если видео вам понравилось, поставьте ему лайк, напишите комментарий, поделитесь с вашими друзьями в социальных сетях. И, конечно, не забудьте подписаться на мой канал, чтобы не пропустить новые интересные рецепты. Всем пока!